There are probably more scriptures about this period of time than any other area of eschatology. Об этом периоде времени, наверное, больше есть отрывков в Писании, чем о любом другом эсхатологическом отрывке, эсхатологическом периоде. Many more, even that refer to the second coming. О скорби в Писании говорится даже больше, чем о втором пришествии Иисуса. Moses predicts this period of time even before the nation is a nation. Моисей предсказывает этот период времени даже до того, как народ израильский стал полноценной нацией, государством. He mentions it as early as Deuteronomy when children of Israel were in the wilderness. И он упоминает о скорби еще во Второзаконии, когда сыны израильские находятся в пустыне. In fact, before they became a nation, Moses in Deuteronomy laid out all of Jewish eschatology. И вообще говоря, даже до того, как они стали нацией, полноценным государством, Моисей во Второзаконии уже изложил всю их эсхатологию. So, the Holy Spirit must consider this a very, very important time. И Дух Святой, очевидно, считает вот этот промежуток времени весьма-весьма важным. Because you have so many scriptures relating to this period of time. Поскольку очень много отрывков Писания связано с этим периодом. God not only wants us to be aware of this period of time, И Бог не просто хочет, чтобы мы знали про этот период времени, but He also wants us to draw applications from these passages. но также Он хочет, чтобы мы выводили применение из этих отрывков. In fact, we should draw applications from any passage of Scripture. И вообще применение надо выводить из любых отрывков Писания. We try to understand the passage in their context. Мы пытаемся понять отрывок в его контексте. And first, we want to understand how that passage would have been understood to the original audience. И первым делом мы хотим понять, каким образом этот отрывок понимала изначальная аудитория. What the original author intended to communicate. Что изначальный автор пытался донести. But then we can draw applications to our life and our time. Но потом мы уже можем после этого вывести применение для нас и для нашей жизни, для нашей эпохи. Yesterday I mentioned that the nature of the tribulation. We looked at the nature of the tribulation. И вчера я упомянул для вас, какова природа, каков характер скорби. One application we can draw from that. И одно применение, которое мы можем из этого вывести. It shows us God's attitude towards sin and the destructiveness of sin. Это то, что скорбь показывает Божье отношение к греху и к его разрушительной силе. So horrendous is sin that God judged Adam and Eve for just simple disobedience. Грех настолько действительно ужасен и отвратителен, что Богу пришлось осудить Адама и Еву даже вот за это их, казалось бы, маленькое непослушание. So that might be the major application we can draw from the passages we looked at. И, может быть, это основное применение, которое нам стоит вывести из рассматриваемых нами отрывков. I also spent some time a lot of time looking at the concept of judgment. И также много времени мы с вами вчера провели, рассматривая концепцию справедливости и суда. And the concept of God's justice. Да, вот эта концепция Божьей справедливости, которую мы вчера There's рассмотрели. many applications we can draw from that. И мы очень много применений можем вывести и из этого также. Not only do we know the nature of God, we can learn something of what God is like. И мы не только можем узнать, каков Бог, Его природу, Его характер из этого. But it also helps us to understand the nature of sin as well and the need for judgment. Но это также помогает нам понять природу греха и нужду в справедливости и суде. And to be warned that even as believers, God will deal with sin in our lives. И нам нужно быть начеку, быть предупрежденными, что даже когда мы верующие, Бог все равно будет разбираться с грехом в нашей жизни. So the judgment of God makes us accountable to God. И перспектива Божьего суда делает нас подотчетными Богу. Not just as unbelievers, but also as believers. И это касается не только неверующих, но и верующих тоже.
So we looked at the concept of God's justice and wrath and judgment. Итак, мы рассмотрели с вами концепцию Божьего суда, Божьего гнева и Божьей справедливости. We looked at the last hour dealing with the future judgments. И на прошлом часу мы говорили с вами о будущих судах. And we started looking at some of the detailed future judgments. И мы начали рассматривать некоторые детали вот этих будущих судов. We looked at the judgment seat of Christ that is designed for the believer. Мы рассмотрели судилище Христово, которое предусмотрено для верующих. The major application we can draw there, it matters how we live today. Ключевое применение, которое мы можем вывести из этого, это то, что наша сегодняшняя жизнь, то, как мы живем сегодня, имеет значение. The more faithful we are today, the more rewards we will receive in the future. Чем более мы верны сегодня, тем больше наград мы получим в будущем. But there's a warning that if we're unfaithful, then God not only withholds reward, Но есть также предупреждение, что если мы не верны, то Бог не только удержит свою награду, but in some way we suffer loss. но в определенном смысле мы также потерпим урон, ущерб. We were in the middle of looking at the judgments of the tribulation. И мы с вами вот как раз вот остановились посредине рассмотрения судов скорби. There are more judgments during this period of time, different individual judgments. В течение этого периода будет больше отдельных индивидуальных судов, Than in any other period of time in world history. чем в любом другом периоде мировой истории. The Genesis flood was just one judgment. Потоп в книге «Бытие» был одноразовым событием. Now it lasted over a year in terms of the flooding of the earth. Ну, конечно, он длился практически год, в смысле, что именно год длилось затопление земли. But the judgments of the tribulation, we have 3 series of judgments. Но когда речь идет о судах Великой Скорби, то там целых 3 серии, 3 набора судов. Each one has 7 individual И judgments. в каждом из них по 7 отдельных судов. And then there's many other judgments besides these that are grouped together in groups И of 3. помимо вот этих вот судов, которые сгруппированы там по наборам, да, по 3, вот эти 3 набора, есть еще другие суды. The first major set of judgments that we have at the very beginning of John's description in the book of Revelation. И самый первый набор судов, который мы читаем в описании Иоанна, в книге Откровения. John gives us 6 seal judgments. Иоанн приводит нам 6 судов печатей. The name of it comes from the idea of a document of the first century. И вот это название печать, суды печати, оно происходит от названия документа, типичного для первого столетия. A scroll and many important scrolls that were legal documents. В то время были не книги, но свитки, и на свитках помещали многие значимые юридические документы. They would be sealed. И если это был значимый документ, его запечатывали. So we have something, the imagery of a document with 6 seals, actually 7 seals. У нас вот есть в Откровении образ вот этого документа, запечатанного 7 печатями. 6 of them are opened at the beginning of the tribulation. И 6 из них будут открыты в начале скорби. In fact, I believe that we have a picture of the 7 years is in the opening of these 6 seals. Ну, и я даже думаю, что вот в открывании вот этих 7 печатей мы видим образ 7 лет скорби. At the beginning, the first seal we looked at yesterday seems to give us an idea of a beginning of peace. И в начале вот этот первый свиток, первая печать этого свитка, похоже, вот дает нам определенный образ мира. It's not a peace of God, but it's a false peace of Antichrist. Это не мир Божий, но это ложный мир, который дает Антихрист. The second seal, we saw that peace is taken away. Вторая печать мы видели, что этот мир будет забран с земли. So we have the image of horsemen. The first 2 represent peace and then war. И мы видим вот этот образ всадников. Первый всадник символизирует мир, а второй войну. First horseman is a white horse.
Первый всадник едет на белом коне, Second horseman is a red horse. второй всадник едет на рыжей лошади, красной лошади. The image is that of war. И образ, который здесь доносится, это образ войны. War and destruction. Войны и разрушения. And this is going to lead to other conditions during the tribulation. И это указывает нам на еще вот одни условия, которые будут во время скорби. I mentioned that in the Olivet Discourse, I see Jesus paralleling these horsemen. Я уже упоминал, что, как мне кажется, в проповеди на Масличной горе Иисус доносит похожее описание, параллельное вот этим описанием всадников. Jesus warns that the beginning of birth pangs includes wars and rumors of wars. И Иисус предупреждает, что вот начало вот этих родовых болей, да, первого периода скорби, ознаменуется войнами и военными слухами. There'll be nations that rise up against nations. Народ будет восставать на народ. And kingdoms rising up against kingdoms. И царство будет восставать на царство. That's the parallel that Jesus provides in Matthew chapter 24. Это вот параллельно тому, что мы читаем об этом в Матфея 24 главе. The parallel with the first seal is Christ's false Christ and Antichrist. Да, и это параллель с рыжим всадником, всадником на рыжей лошади, параллель с первой лошадью всадником, это лжехристы. So that brings us to the third horseman. И вот мы сейчас переходим к третьему всаднику. It's a black horse. Это черная лошадь. Things are getting darker as we get further into these judgments. Ну, или вороная, да, ставим. Это они все в одной печати, эти все лошади? Нет, это отдельная печать. Да. Да, третья печать. Откровение 6.5. Он снял третью печать, я слышал третье животное, взглянул вот конь вороной. So let's turn to the book of Revelation if you haven't already. Откроем книгу Откровения, если вы еще этого не сделали. And continue in chapter 6. Продолжим читать из 6 главы. And we always start with Ira, so Мы всегда начинаем с Иры. we don't want to break the tradition. Традицию это не будем начинать. Самое Read застенчивое. verse 5 and 6, Ira. Прочтем стихи 5 и 6 Ира. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждали». Okay. So the imagery is the rider has a set of scales. И образ здесь такой, что вот автор, он установил меры весов. When would scales be used in the first century culture? В какое время вообще вот эта мера, весы использовалась в культуре первого века? В каких ситуациях? Very particular situation. For sale. Для оценки. Sale of products, yes. Для продажи продукции. You would find merchants, each of them would have their scales. То есть вы могли увидеть купцов, у каждого были свои весы. In fact, it's not too much different like what you find on the street here in Kiev. Не сильно отличается от того, что вы видите здесь на раскладках на улицах в Киеве. Yesterday I bought some fruit. Вчера покупал фрукты, Lady puts it on her scale, weighs it out, тоже положили на весы, взвесили, tells me the price. сказали цену, I pull out my гривна and pay her. достал свои гривны и расплатился. Similar in the first century. То же самое было в первом столетии. They would weigh the products, Взвешивали продукты разные, and according to the amount, they would charge a certain price. и согласно вот уже Now, количеству продукции называли определенную цену. so in the fifth verse, it says, I heard, as it were, a voice. И 5 стих говорит: «Я слышал третье животное говорящее». So you have a series, the imagery is you have a little stand here, the lady selling fruit. Verse 6. Yeah. Да, и я слышал голос посреди 4 животных. И вот он,
как бы оказывается вот посреди людей, продающих какую-то She has продукцию. her table and she has strawberries and cherries and bananas. То есть вот вчера я тоже вот проходил мимо женщины, и вот она продавала там чернику, клубнику, бананы. You have another man that has grains. He has wheat and he has barley and maybe rice. Но а вот здесь вот в отрывке какой-то другой мужчина, у него пшеница, ячмень, елей, вино. You have another table and here's a man that has shoes, all kinds of shoes. Да. So you describe the picture here in Ukraine or? Yeah, well, both. Да. Да, ну а как бы и здесь и тогда будет, да, что вот еще один человек там рядом продает там обувь, там еще чего-нибудь там. It'd be similar in the first century as what I've been seeing here in Ukraine. То тут также все в Украине, как оно было, наверное, в первом столетии. And everybody is saying, come buy these shoes. И все кричат, говорят, подходи, покупай, недорого, покупай обувь, бананы, клубника. The man in the grain says, a quart of wheat, I got a whole quart of wheat. Вот представьте, да, вот это великая скорбь, и вот тоже торговец говорит, хеник пшеницы за динарий. Come buy, come over here. Приходи, покупай, налетай, торопись. That's what John is picturing here. He is saying somebody's yelling out to the crowd there. Вот что Иоанн здесь нам показывает. Он показывает этот образ человека, который кричит в толпу. So, not a grivna, but a denarion. То есть там не гривны, а там динарий. A denarion was equal to about one entire day's wage. И динарий вообще равнялся цельной оплате за день. So it takes all day of work just to buy one quart of wheat. Поэтому потребовался бы целая ваша дневная зарплата, там, чтобы купить четверть пшеницы. How much it is, quart? How much it is? We have this strange word, phoenix, there. About a liter, somewhere about smaller than a liter. Liter? Yeah, smaller. На одного человека в день. What does mean liter? Литр. Литр. Да, то есть меньше литра. More or less. Примерно литр. Small amount. Чуть-чуть меньше литра. За 300, 400, 500 гривен, сколько там уже там So it киевская takes- зарплата средняя. Takes an entire day to buy just about a day's worth of food. То есть требуется целый день, чтобы купить, ну, примерно такую ежедневную норму, плюс-минус. First century, animals would be fed barley. И в первом столетии животных кормили ячменем. So you can get 3 quarts for a denarion. Поэтому можно было 3 меры ячменя купить за динарий. But it says you're not going to be able to afford to buy wine and oil. It's No. too expensive. Но говорится, Can't even что touch it. нельзя будет даже потрогать масло и вино, потому что вы не сможете просто их себе позволить. So the imagery is that of the marketplace. И образ здесь какой? Это вот рынок. And it is showing that the price of everything is very, very expensive. И образ говорит о том, что цены на все повысятся очень сильно. If all you have is one day's wage, И если все, что у вас есть, это зарплата за день, you can have a choice of feeding your family one day's worth of food, то у вас выбор, да, или покормить вашу семью вот этим вот, чуть плюс-минус литра пшеницы, or your animals, one or the other. или животных, Or maybe just a little bit to your family and a little bit to the animals. или тех, или других, или чуть-чуть животным, чуть-чуть семье. So here's what archaeologists have found in terms of a scale in the first century. Вот что обнаружили археологи, вот когда мы говорим о весах первого So you would столетия. put a weight that you knew the value of, То есть or вот- the Я говорю. weight of it. То есть здесь размещались гири с заранее известным вам весом, You might put the grain or whatever you're buying on the other one and you weigh it out. а здесь пшеница, да, и вы уже дальше взвешиваете. A little bit similar, not as electronic as what we have today. Не такие, как крутые эти электронные весы, как у нас сегодня, но... So what is being described here is what you would expect after war. И что здесь описано, это то, что вы, в принципе, ожидали бы видеть после войны. The second horseman is war. Второй всадник – это война. And what happens after war, things are destroyed. Что случается после войны? Все разрушено. And it causes famine conditions. И это вызывает условия голода.
So the third judgment, I believe, is a picture using imagery of famine. И третий суд, вот этот вороной конь, на мой взгляд, это образ, указывающий нам на голод. People starving to death. So we have Люди famine conditions. страдают от голода до смерти. Мы видим вот эти условия голода. So as you can see, things are getting worse and worse over time Как вы уже видите, все становится со временем хуже и хуже as you progress through the tribulation. по мере того, как вы двигаетесь через великую скорбь. Now keep your finger in the book of Revelation and turn to Matthew 24. И пока заложите там пальчик на книге Откровения, но откройте Матфея 24 главу. Notice what it says in verse 7. Посмотрите, что написано в 7 стихе. Alessia, do you want to read verse 7 again? Читай, пожалуйста, Алексей. Particularly the last half. Особенно вторую часть. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Okay, there'll be famines in various places. Notice the parallel. Будет голод в разных местах. Обратили внимание на параллель? Nation will rise up against nation, that's war. Народ восстанет против народа, это война. Kingdom against kingdom in various places. Царство против царства в разных местах. Then the little phrase, famine. И потом маленькая эта фраза «голод». Parallels what we have in the book of Revelation. Параллельно тому, что мы видим в книге Откровения. So back in the book of Revelation, let's take a look at the fourth horseman. Возвращаемся к книге Откровения, давайте рассмотрим четвертого всадника. It's a pale horseman or a greenish horseman. Это бледный, мертвенно-бледный конь. Let's read 7 and 8. 7-8 стих, пожалуйста, почитаем. And since you're, it's Nadia, right? И Nadia. когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Okay. This one is not difficult to understand, like the third one. Тут не так трудно понять, как в случае третьего всадника. Pretty straightforward. The result of war and famine Все очень ясно, да? Результат войны и голода is massive death. – это массовая смерть. So we have a picture of death. И мы видим вот этот образ смерти. In fact, the text is specific in giving us the amount of death. И текст даже очень конкретно указывает нам, какое количество людей умрет. So authority was given to them, to these evil people, satanic people. И вот дана будет власть вот этим людям, одержимым, да. Notice God is sovereign. In other words, He is the one that orchestrates these events. Обратите внимание, Бог суверенен. Именно Он приводит в действие все эти события. Authority over 1/4 of the earth. Но вот в смерти дана власть над четвертой частью земли. So, the, 1/4. yep. So large quantities. Очень большое количество, очень много людей. So these are killed with the sword and with famine and with pestilence and by wild beasts of the earth. Они умерщвлены мечом и голодом, и мором, и зверями земными. So the result of war, the result of famine, Это результат войны, результат голода. 1/4. 1/4 населения погибла. So if we have if the population of the world today is somewhere around 7 billion plus. Ну вот население Земли в наши дни порядка 7 с чем-то миллиардов людей. So 1/4 of that is what? И 1/4 это сколько будет? Здесь 2 миллиарда приблизно. А? Приблизно 2 миллиарда. До 2 миллиардов. Ну, майже 8 миллиардов. 1,5. Ну, майже 8 76? Нет. 1,75, да. So 1,75. Yep. Billions. 1.75 billion people. Да, то есть где-то 1 750 000 людей. That's a larger number of people than all of China И это большее количество людей, чем живет во всем Китае or all of India. или во всей Индии. So
So it's a huge number. Now I'm Да. not saying China and India are the ones that are dying. И это огромное количество людей. Я не говорю, что там весь Китай, вся Индия вымрут. That just gives you a feel for the number of people. Я просто пытаюсь, чтобы вы прочувствовали количество людей. What's the population of Ukraine? Каково население Украины в настоящее время? 41, Яке? Ти що? Statistic flows between 35 and 40 millions. 35? 35, between 35 and millions. Because a lot of people move to Poland and they officially are here, but in fact they're there. So that's about 5 times the number of people in Ukraine. 40 Or million? 14? 14, not 40. 40 millions. 40 million, okay. Yeah. It's about 5 times. This number, Mm-hmm. it's way more. Way more. It's, let me count, but, да. Anyway, it's a huge number. Ну, короче говоря, это огромное число народу. Можно вопрос? Can I ask a question? Yep. That would be if this judgment took place today. It's 43 Ukrainians. So, Okay, 43 43 населения Украины. Yep. Здесь неправильно, здесь миллиардов, а не миллионов. Okay. Ага. Question from Europe. Я вижу, что здесь как бы сказано, что ему дана власть над четвертой частью земли. То есть, ну, или это слово еще переводится как возможность или свобода действовать. То есть я так понимаю, это стих, что ему дана свобода над 1/4 частью населения, их морить, там, убивать. Но это не значит, что они все погибнут. So this text says, like in NIV, they were given power over a force of the earth to kill by sword, famine, and plague. So it doesn't imply that this one force were actually Okay. killed, or Technically. it was they just given the freedom to do that. Yes, yeah. So Over, well, let's say the earth is evenly distributed, though. Just assume, this would assume an even distribution amongst the earth. ну, окей, да, ну то есть, да, эти люди будут как бы на всей территории Земли, ну, как бы убиты. Это не то, что в одной стране. В одном I'm каком-то using месте. this number not because that's going to be the actual number. Я использую этот номер, это число не потому, что это будет вот реальное такое число, столько людей будет. Yeah, Euro's correct. Юра прав. In fact, if the quarter included places like India and China, the number would be higher. И на самом деле, если бы вот эта четверть населения включала страны такие, как Китай и Индия, то цифры были бы еще больше. But if we take averages Но если мы берем средние значения, and we assume an even distribution of population around the и world, если мы подразумеваем примерно равномерное расселение людей по миру, we're coming up with numbers in the billions, is what I'm trying to то communicate. мы получаем вот число, которое примерно миллиарды людей, почти 2 миллиарда. So I'm just trying to give you a feel for the number of people that are killed. Я пытаюсь просто дать вам прочувствовать, какое реальное количество людей будет убито, какое огромное количество. It doesn't, well, what we'll end up seeing is it doesn't matter what the population is, the end product, when we look at another judgment, is going to be half the population. Да, но мы еще увидим дальше, да, на самом деле не важно, какое будет число, в итоге мы увидим, что погибнет половина населения в этих судах. Как минимум. Large numbers of people. Большое количество людей. In fact, apart from the ability of nuclear weapons, И на самом деле без возможности ядерного оружия it is difficult to kill that many people, even though the text says they're killed with sword and with famines and with pestilence. довольно трудно без ядерного оружия убить такое количество людей, даже несмотря на то, что текст говорит, что они умершли мечом, голодом, мором и зверями земли. So there's going to be lots of mass graves all around the world. Поэтому, очевидно, будет множество таких массовых захоронений по всему миру. These are photographs from the Holocaust, but this will be a greater Holocaust. И это фотографии из Холокоста, но во время скорби это будет куда более масштабно. A much greater Holocaust during the tribulation. Куда более огромный Холокост произойдет во время скорби. So death
Так, четвертый всадник — смерть. And that's what you expect after war and famine. И это то, чего стоит ожидать после войны и голода. I gave you, this is a kind of an outline of Matthew 24:25. I think I mentioned this in our introduction. И это вот этот план Матфея 24 главы и 25, я уже приводил вам его во вступлении к курсу. I divide the Olivet Discourse, chapter 24, 4 through 14. That's the beginning of birth pangs. И я разделил вот 24 глава, с 4 по 14 стих, как начало родовых болей. That's the way Jesus describes it. Это то, как Иисус это описывает. He describes the abomination that makes desolate in verse 15 at Он the middle. описывает в 15 стихе вот эту мерзость запустения. So that would put 15 through 29, the середине second half of the И с tribulation. 15 по 29 стих начинается вторая половина скорби. Okay. So I see the seal judgments. See, they're paralleling. И я вижу суды печатей. Let's see, why do I have 4 and 5 up there? Maybe you could draw. Hmm? Maybe you could just draw. I don't know. Anyway, I see them as a panorama of the entire 7 years. We still have a couple to look at. Да, то есть, ну, тут нету на презентации, но я вижу вот эти суды печати как параллельные, вот в те, то есть происходящие на протяжении всей скорби, и мы еще видим пару из этих судов. Later on, we'll look at the trumpet judgments. Чуть позже мы рассмотрим суды труб, And then eventually we'll look at the bowl judgments. и еще позже мы увидим суды чаш. Okay? Let's see what else do I have on there. So, like war, Oh, no. famine, These are martyrs. the seal judgments. These are the Да, вот seal это суды judgments. печати, кстати. Yeah, verses 4 and 5. And Antichrist, Christ, false Christ. Стихи 4-5, Матфея 24, это лжехристы, So we have антихрист. in Jesus we have wars and rumors of wars through 6 and 7. Иисус говорит о войнах и военных слухах в 6 и 7 стихе. In verse 7 we have famines. В 7 стихе упоминается голод. We have martyrdoms in verse 9 that we'll get to. В 9 стихе упоминаются мученики, и мы сейчас вот до них как раз тоже доберемся. And then we have in 29 cataclysms. И в 29 стихе Матфея 24 главы мы видим катаклизмы природные. In Matthew 24, 15 through 29, he calls the Great И в Tribulation. Матфея 24 главе с 15 по 29 стих он называет этот период «Великая скорбь». Okay, that makes sense. Ну вот, вроде бы так пока все ясно. So we have a fifth seal. Those are the 4 horsemen. Итак, это 4 всадника. Seem to be grouped together. Они собраны как бы вместе. Now we have a 5th seal, but it's not a horseman, Теперь мы видим дальше 5-ю печать, но это уже не всадник. beginning in verse 9. Начнем с 9 стиха Откровения 6. And let's И вот see. вопрос давай на перерыве, потому что, Zana. You're a Hebrew, so we'll have Zana do verse 9. Жанна, 9 стих. Какая я же не читал. Все, почитайте. 9 стих, только 9. Когда снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Okay? So he has a vision. This is John. He sees something. Итак, у него есть видение у Иоанна, он видит что-то. He's seeing a vision of an altar. Он видит жертвенник. Now, I take that altar to be a heavenly altar because of the rest of what's described. И я так понимаю, что это небесный жертвенник по причине того, что описано дальше. He sees the souls or the immaterial part of man Он видит там души, да, вот некие нематериальные части людей, who have been slain. So this is которые as a были убиты result. за Слово Божие. This is a result of judgment It's result of judgment. and persecution Да, то есть мы видим здесь вот результаты суда и гонений. because of the word of God and their testimony. Они убиты, эти люди, за Слово Божие и за свидетельство. Zana, verse 10.
Жанна, 10, пожалуйста, И стих. возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за тор нашу». So they have a desire for God to deal with evil. То есть они желают того, чтобы Бог разобрался со злом. How long will God refrain from judging and avenging? Сколько Бог будет еще воздерживаться от суда, от мести? And then Oleg, verse 11. Олег, 11 стих. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Okay? So they are just the beginning of death as a result of И persecution. это лишь начало вот смертей, которые произойдут в результате гонений. There's going to be more that come after those that are already martyred. То есть еще больше убитых придут, окажутся у этого жертвенника вместе с теми, кто уже погиб как мученик. So it's a heavenly scene, the altar in heaven, И вот эта небесная сцена, вот этот алтарь на небесах. and it's a picture or a vision of martyrs and martyrdom. И вот это образ мучеников и мученичества. Okay? So lots of bloodshed Много кровопролития случится в это время at the hands of evil men. от рук злых людей. So we have the fifth seal judgment is martyrdom, or a vision or a picture of martyrdom. Итак, мы видим вот эту пятая печать, это видение мучеников и мученичества. Then we have one more seal, И потом the есть еще одна печать. sixth seal judgment. Суд шестой печати. And let's read it beginning in verse И 12. давайте прочтем, начиная с 12 стиха. Юлия. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как восстанется, и луна сделалась как кровь. So now we have cataclysmic events both on earth and coming from heaven. И теперь мы видим уже вот эти стихийные бедствия. Одни это случаются на земле, а некоторые связаны с как бы небесными светилами. First one that's mentioned are earthquakes. Первое упомянуто это землетрясение. Now keep your finger in Revelation and notice what Jesus says in Matthew 24. Пока заложите пальцем Откровение и вернитесь в Матфея 24 главу. At the end of verse 7, famines and earthquakes. В конце 7 стиха. Глады, моры и землетрясения. Verse 8, these are just the beginning of birth Стих pangs. 8. Все же это начало болезни или начало родовых болей. Things he's already described. Все то, что о чем мы уже говорили. We have more parallels Мы видим много параллелей между этими with the отрывками. Olivet Discourse. Много параллелей между Откровением и Матфея 24. Just some imagery of the devastation of earthquakes. То есть вот это образ того, насколько разрушительным может быть землетрясение. Some earthquakes cause great tsunamis. Here's the picture just before a tsunami hits a Japanese city. Некоторые землетрясения вызывают огромные цунами. Вот эта фотография прямо перед тем, как цунами That tsunami is going to wipe out everything in its смоет path с лица земли весь японский город. Это цунами, оно просто снесло все. as a result of an earthquake. И это результат землетрясения. Lots of destruction. Очень много разрушений. So we have earthquakes, we have the sun and the moon are darkened. Итак, мы видим землетрясение, мы видим, что помрачатся солнце и луна, Actually, the moon became like blood. и луна сделается как кровь. And then we have verse 13, Larissa. И стих 13, Лариса, прочтите, пожалуйста. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняя и зрела смоку своей. Okay. The word in the Greek, I can't remember it, estar, I think is the estar. И вот I слово think is the Greek word. в греческом, да, вот это звезды, да, эстар. In some context, it can refer to planets, В каких-то контекстах может говорить о планетах, can refer to the distant stars like the sun. или о каких-то удаленных звездах, например, о Солнце. It can also refer to comets.
И также оно может указывать на кометы. And it can even be used in a non-literal sense. I'll show you an example of that. И даже оно может использоваться не в буквальном смысле. Я покажу вам примеры этого. So stars that are referred to here probably are not the gigantic suns. И звезды, о которых говорится здесь, это скорее всего не какие-то гигантские солнца. Because if a star like that hit the earth, it would just totally destroy the entire earth. Потому что если бы звезда размером с солнце как бы даже не то чтобы ударила землю, просто рядом бы оказалась, то как бы на земле бы вообще ничего живого не осталось, земли не было. Probably what we have here are a vision of many asteroids that hit the earth. По-видимому, здесь у нас образ такого астероидного метеоритного дождя, который обрушился на землю. There are some places on the earth where we see the evidence of an asteroid hitting the earth. И есть некоторые места на Земле, где мы видим вот следы того, что астероиды такие уже влетали, да, в нашу тихую планету. In fact, there's one not too far from my state, in the state of Arizona. Да, есть даже вот такое вот место со следами космического транспортного происшествия, попадания астероида в Аризоне, в моем штате. It's about maybe a half a kilometer in diameter. Like the hole in the, the crater. Да, такой кратер где-то полкилометра диаметром. Так. And they estimate an asteroid of only about the size of a suitcase made that crater. Suitcase? Yeah. И они, ученые посчитали, что вот этот кратер размером в полкилометра создал астероид размером с чемодан. So here the text tells us many of them like figs falling from a fig tree. Но здесь текст говорит, что будут они падать как смоквы, да, как фиговые, так сказать, плоды, падающие спелые с дерева. Very cataclysmic. Точнее, еще не спелые. Очень будет такой серьезный катаклизм. And then we have verse 14. И далее 14 стих. И небо скрылось, слившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с места. Okay, so the sky is split apart. То есть небеса разделились. Islands are moved, entire islands. Острова двигаются с места. Целые острова. So huge phenomenon. Какие-то огромные такие катаклизмы, огромные феномены. Okay, we have mountains and islands. И дальше мы видим пещеры и ущелья гор. Now 15 and 16 describe how people responded to these judgments. 15-16 стих описывает, как люди реагируют на эти суды. Vasya, do you want to read 15 through 17? Василий, прочитай, пожалуйста, 15 по 17. І земні царі, і вельможі, та тисячники, багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скелі: поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто стояти не може. Now, if this is a picture of the entire 7 years, these 6 seal judgments, если это образ всех 6 лет, вот всех судов печати, then at the end, which verses 15 through 17 would follow these, то уже, получается, описываются события ближе к концу, и стихи с 15 по 17 это описывают. this says that men still do not repent, do not turn to God as И мы Creator видим, and да, Savior. что даже в конце скорби люди не покаялись, не обратились к Богу, не приняли это, эти... They continue to reject God. И даже в конце скорби они продолжают отвергать Бога. And would rather that the rocks of the mountains fall on them than trust in Him. И скорее уже готовы к тому, что падут на них камни, и скалы, и горы, чем довериться Богу. And notice they recognize that this is the wrath of the Lamb in verse 16. И обратите внимание, они понимают, что это гнев Агнца, 16 стих, они это осознают. So they understand something of what's going on.
То есть они понимали примерно подоплеку того, что происходит. We can draw an application from that. И мы можем даже применение из этого вывести. This shows the wickedness of the depravity of man. И это указывает нам на нечестие, на растление человека. Shows the evil of our old nature, the sin nature. Это указывает нам на то, насколько на самом деле вот эта коварная и злая наша греховная природа. After seeing the world starting to fall apart, После того, как они увидели, как мир распадается на части, wars, famine, death, войны, голод, смерть, cataclysms, катаклизмы, men still raise their fist against a holy God. и люди, несмотря на это, все равно поднимают кулаки против святого Бога. It also tells us that God is perfectly righteous and just И to также condemn the unbeliever. это говорит нам о том, что Бог совершенно праведен и справедлив, когда Он осуждает неверующих. Number 2 on your outline sheet, we have the trumpet judgments. Второй номер у вас в плане это суды трубы. And we'll look at these more rapidly. И мы уже чуть побыстрее рассмотрим их. Now, John gives us kind of a break from the judgments. И Иоанн дает нам как бы небольшой перерыв в судах. I think in chapter 6 he's given us an outline or a panorama of the whole 7 years. Я думаю, что в 6 главе он приводит нам такой краткий план, панораму с птичьего полета вот этих 7 лет. And then in chapter 7 he's going to give us a totally different picture of the positive. И потом в 7 главе, как бы на контрасте, он дает нам совершенно другую картину уже положительных событий. He's going to tell us about the only positive thing that happens during this 7 years. И он показывает нам единственную позитивную, хорошую вещь, которая случилась во время этих 7 лет. God raises up 144,000. Бог возвысил 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. We looked at that passage when we talked about Israel. Мы рассматривали этот отрывок, когда говорили об Израиле. They are evangelists that probably are all over the world. Они евангелисты, которые, по-видимому, будут служить во всем мире. And then verses 9 through the end of chapter 7. И далее стихи с 9 и до конца 7 главы. Because it follows immediately after the description of the 144,000. Мы видим интересное описание, которое следует сразу после описания 144 тысяч. And because it says after these things pertaining to the 144,000. И поскольку говорится вот это после всего, а всего это вот это описание 144 тысяч. I think John has given a glimpse of the results of what the 144,000. Я думаю, что Иоанн здесь одним краешком глаза увидел вот результаты служения этих 144 тысяч, как плод их трудов. Ira, read verse 9. Ира, 9 стих, пожалуйста. После всего заглянуло и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Okay, remember I said yesterday that the only positive thing during the tribulation period. Помните, я сказал вчера, что единственная позитивная вещь во время вот этого периода скорби Is the greatest revival that the world will ever see. Это величайшее пробуждение, которое когда-либо видел мир. This is the passage that indicates that. Это вот отрывок, который говорит нам о таком пробуждении. And notice a great multitude, in other words, greater probably than any revival that any of the past revivals have been. И обратите внимание, великое множество людей. Это будет самое великое пробуждение, больше, чем какое-то, которое мы имели до того времени. The 144,000 are all Jewish men. И 144 тысячи вот этих свидетелей, это все мужчины-евреи. 12,000 from 12 tribes. По 12 тысяч из каждого из 12 колен. These are from every nation. И они, эти вот люди, обращенные ими из всех народов. Japanese, Chinese, Ukrainian. Это японцы, украинцы, американцы, все. South American nations, European Южноамериканские nations. народы, европейские народы. All tribes, all peoples. Все племена и колена.
But notice they're standing before the throne, so many of them are martyred as well. Но обратите внимание, они стоят пред престолом, то есть многие из них тоже подверглись мученической смерти. In verse 10, they attribute salvation to our God. Стих 10, они превозносят спасение, говорят, что спасение Богу наше. These are converts. Это обращенные, новообращенные люди. And verse 14 identifies where they come from. Стих 14 указывает, откуда они произошли. Alessia, read verse 14. Олесь, пожалуйста, прочти 14 стих. І сказав я йому, мій пане, ти знаєш, він же мені відказав, це ті, що прийшли від великого горя, і вибрали одіж свою, та виділили її в крові ангелів. Okay, so they came out of the great tribulation. Так, они пришли от великой скорби. And they washed their robes. There's another reference to the Lamb. И они омыли свои одежды и убелили их кровью агнца. So this includes all of the Gentile nations, converts from the Gentile nations. И это указывает нам на вот всех этих новообращенных, в том числе из языческих народов. But it would also include those from the nation of Israel. Но также будут новообращенные и в народе израильском. So we have converts all over the world. Поэтому обращения у нас будут случаться по всему миру. Let's get started on the trumpet judgments, and then we'll continue next hour. И давайте начнем сейчас изучать суды труб и продолжим на следующем часу. We have them contained in chapter 8. Трубы продолжаются с 8 главы. Okay, let's read verse 1. Стих 1. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Now, some commentators use this verse to say there's not going to be any women in heaven. Некоторые комментаторы используют этот стих, говоря, что не будет женщин на небесах. Because there's silence for half an hour. Потому что тишина на полчаса, это невозможно. Женщины не попадут, получается. That's not my view. Я так не рассматриваю это, конечно. So now he sees 7 angels Итак, теперь он видит 7 ангелов with 7 trumpets. с 7 трубами. And now we're going to have the blowing of these trumpets. И дальше мы прочитаем о том, как уже эти трубы начинают трубить. Beginning in verse 6. Начиная с 6 стиха. Yura, verse 6. Юра, 6. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. And 7. И 7. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Okay. So now, instead of horsemen, we're going to have 4 that come in thirds of the entire earth. И теперь уже, то есть вместо вот суда вот всадника, да, смерти, мы видим, что треть населения, да. Yeah, the first 4 trumpet judgments all come with destruction in thirds of whatever. Да, то есть, первые 4 вот трубы, они уничтожают треть, по трети там всего чего-то, деревьев, травы, животных и так далее. So the first one is a third of the earth is burnt. И первая труба уничтожает треть земли сгорает. If it took place in one area, it would include almost more than an entire continent, maybe an entire continent and more. То есть, если мы говорим, что это на каком-то одном месте, да, все-таки какой-то одной территории, то это целый континент, считайте, выгорел. То есть треть растительной жизни была уничтожена, треть растений. А второго ангела посмотрим и сделаем перерыв. 8 стих. It's already good. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, изверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Okay. So now we have a third of sea life is destroyed. То есть теперь мы видим, что треть уже морских обитателей уничтожены. That would be like all of the creatures of the Atlantic, all destroyed in one judgment. Это как если бы все
все там рыбы и существа живые в Атлантическом океане были уничтожены. So something like a great mountain burning, like a volcano. То есть большая гора, пылающая огнем, это может быть какой-то вулкан. It has to be a very massive volcano if that's what's in view. И если это действительно вулкан, то это должен быть какой-то огромнейший вулкан. In fact, it's described as not just erupting, but being thrown into the sea. И описывается, что он не просто вот этот вулкан не извергся, да, пылает огнем, но он не извергся в море. Notice it also mentioned the sea became blood. И также упомянуто, что море сделалось кровью. Be like the entire Atlantic Ocean turned to blood. То есть как будто бы весь Атлантический океан превратился в кровь. Now, you're going to notice some of these trumpet judgments are very similar to the plagues in Egypt. И вы заметите дальше, что вот некоторые из этих судов труб, они очень похожи на казни египетские. This one is similar to the first plague that Moses inflicted on the Egyptians. И вот этот суд, эта труба очень похожа на первую казнь, которую Бог через Моисея навел на египтян. The plagues of Moses were local, pertaining to only Egypt. Казни египетские, осуществляемые Моисеем, они были локальными, местными, они касались только Египта. They are a foretaste or a preview of these tribulation. И они дают какое-то предвкушение, такой предварительный обзор того, что будет происходить во время судов Великой Скорби. These are not local, these are worldwide. И речь не идет здесь о каких-то местных катаклизмах, эти катаклизмы всемирные. In this case, destroy everything in a third of the sea. И в данном случае уничтожено все, уничтожена треть морских существ.